Штат Орегон славится своими дождями и густыми лесами. В тот серый сентябрьский вечер в двери приюта постучали. На пороге стояла коробка, в которой тихо ютилась обыкновенная дворовая кошка серого окраса. Она не была породистой. В ее родословной не значились чемпионы выставок, а в глазах читалась лишь усталость улиц. Волонтеры приюта, привыкшие к подобным подаркам, вздохнули и выделили ей чистый угол. Никто не знал, пришла ли она в приют уже беременной или же роковой. Роман случился где-то на задворках самого учреждения, пока сотрудники отвернулись. Это было неважно. Важно было то, что спустя пару недель кошка разродилась 4 котятами. 3 из них были совершенно обычными. Гладкие, милые, полосатые комочки, которые быстро нашли бы себе хозяев. Но четвертый вызывал у сотрудников недоумение. «Пегги, ты только посмотри на этого заморыша», — позвал коллегу один из волонтеров. «Я пытался его расчесать, но шерсть все равно стоит колом. Похоже, он испачкался в чем-то липком». Но котенок не был испачкан. По мере того, как малыши подрастали, разница становилась пугающе очевидной. Пока его братья и сестры щеголяли ровной лоснящейся шерсткой, этот котенок выглядел так, будто он только что пережил удар током или неудачный поход к парикмахеру. Его шерсть завивалась в тугие кольца, а усы, обычно прямые и гордые у котов, напоминали штопоры. К 3 месяцам котенок превратился в нечто совершенно невообразимое. Это была маленькая самочка, чья шубка напоминала каракуль или мягкую овечью шерсть. Даже на ощупь она была другой, плотной, густой и пружинистой. Ветеринары разводили руками. Возможно, это какая-то кожная болезнь, предполагали одни. Нет, кожа абсолютно здорова. Скорее всего, случайная мутация, которая исчезнет с первой линькой, отвечали другие. Но линька прошла, а кудряшки остались. Более того, они стали еще более выраженными. Котенок привлекал внимание всех посетителей, но люди опасались брать странное животное. В те времена все хотели понятных, предсказуемых питомцев. Все изменилось, когда слухи о шерстяном чуде дошли до Элизабет Харпер. Элизабет была женщиной старой закалки, профессионалом до мозга костей. Она занималась разведением персидских кошек и знала о генетике кошачьих больше, чем учебники того времени. Она привыкла к идеальным линиям, приплюснутым мордочкам и длинной шелковистой шерсти. Когда она вошла в приют, на ней был строгий костюм, а в руках она держала кожаный блокнот. Волонтеры затаили дыхание. «Показывайте свою овечку», — сухо распорядилась она. Когда из клетки достали маленькое кудрявое существо, Элизабет замерла. Она не бросилась сюсюкать. Она надела очки, внимательно осмотрела структуру волоса, заглянула в уши и даже изучила форму подушечек лап. «Это не перс», — наконец произнесла она. «И это не рекс из тех, что мне известны. Это нечто принципиально новое». В этот момент котенок, словно почувствовав важность момента, внезапно прыгнул Элизабет прямо на плечо и начал яростно грызть дужку ее дорогих очков. «И характер, я вижу, у нее не сахарный», — усмехнулась заводчица. «Я забираю ее». Так маленькая обитательница приюта переехала из клетки в роскошный питомник. Элизабет дала ей имя, достойное королевы, леди Кассия. Но, несмотря на благородное имя, Кассия осталась все той же дворовой девчонкой с окраин Орегона.
Жизнь в питомнике персидских кошек напоминала тихий монастырь, пока там не появилась Кассия. Персы — существа флегматичные, любящие часами лежать на подушках, созерцая вечность. Кассия же была воплощением хаоса. Она носилась по коридорам со скоростью пули, сбивая напольные вазы. Она научилась открывать кухонные шкафы и выбрасывать оттуда пакетики с чаем. Ее любимым развлечением было запрыгивать на спины спящим персам, отчего те в ужасе разбегались, теряя свое аристократическое достоинство. «Она не кошка, она ураган в кудряшках», — жаловалась Элизабет мужу, вылавливая Кассию из аквариума. Но при этом Кассия обладала невероятным шармом. Когда она, устав от своих бесчинств, приходила к Элизабет и сворачивалась клубком на ее коленях, ее кудрявая шерсть действовала как антистресс. Гладить ее было все равно, что перебирать облака. Именно тогда Элизабет окончательно решила: эта мутация не должна кануть в лету. Главный вопрос, который мучил Элизабет, был ли этот кудрявый ген случайной ошибкой природы, которая умрет вместе с Кассией, или же он был достаточно силен, чтобы передаться потомству. В те времена большинство известных кудрявых пород, например, корниш-рексы, имели рецессивный ген. Это значило, что для появления кудрявых котят оба родителя должны были быть носителями признака. Если бы ген Кассии был рецессивным, ее шансы стать родоначальницей породы были бы крайне малы. Для эксперимента Элизабет выбрала своего лучшего кота, черного перса с идеальной родословной. У него была абсолютно прямая длинная шерсть. Согласно законам генетики, если бы ген Кассии был слабым, все котята родились бы гладкими. Наступил день родов. Элизабет не отходила от Кассии ни на шаг. Когда на свет появился первый котенок, он был мокрым и непонятным. Но как только его шерстка начала подсыхать, Элизабет вскрикнула от радости. Котенок был покрыт маленькими волнами. Второй — гладкий. Третий — кудрявый. Четвертый — кудрявый. Из 5 котят 3 унаследовали уникальную шубку матери. Это была победа. Это означало, что ген Кассии доминантный. Она была не просто странной кошкой. Она была носителем мощного генетического кода, способного изменить облик кошачьего мира. Элизабет поняла, что держит в руках сокровище. Она начала кропотливую работу по закреплению признака. Она назвала новую породу Силкирк-рекст. Впоследствии мир узнал их как Селкирк-рекс. Но в те годы название еще только кристаллизовалось в ее записях. Она возила Кассию и ее детей на выставки. Поначалу судьи были в шоке. «Почему вы привезли на выставку нечесанное животное?» — спрашивали они. «Это не нечесанное животное», — гордо отвечала Элизабет. «Это будущее». Постепенно скепсис сменился восторгом. Люди влюблялись в кошек-овечек, в их тяжелый костяк, который они унаследовали от персов, и в их невероятную пружинистую шерсть, которую подарила им обычная дворовая кошка из приюта. К началу 90-х порода получила официальное признание. Стоимость котят от леди Кассии взлетела до небес. За ними выстраивались очереди из коллекционеров и любителей экзотики по всему миру. Но для Элизабет Кассия всегда оставалась той самой озорной девчонкой,
которая когда-то сгрызла ее очки. История леди Кассии — это не просто сказка о Золушке в мире животных. Это напоминание всем нам о том, что истинная ценность не всегда имеет паспорт и родословную до 10-го колена. Сегодня Силкирк-Рекст, Селкирк-Рекс, считается одной из самых уютных и домашних пород. Они ласковы, игривы и выглядят так, будто созданы специально для того, чтобы их обнимали долгими зимними вечерами. Но в жилах каждого такого породистого красавца течет кровь той самой серой кошки, которую когда-то оставили в коробке у дверей приюта в дождливом Орегоне. Эта история учит нас смотреть глубже. За невзрачной внешностью, за спутанной шерстью или испуганным взглядом приютского животного может скрываться настоящий бриллиант. Леди Кассия прожила долгую и счастливую жизнь в доме Элизабет Харпер. Она больше не знала голода и холода, но до самых последних дней сохранила свой бунтарский дух. Она доказала всему миру: чтобы стать королевой, не обязательно родиться во дворце. Достаточно, чтобы кто-то разглядел в тебе искру и дал шанс проявить свою уникальность. Берегите животных. Не проходите мимо тех, кто нуждается в помощи. Ведь за кудрявой шерстью или обычным полосатым хвостом всегда бьется преданное сердце, готовое подарить вам целый мир.